Ангелы молодой и старый. Уставший молодой ангел сидел на подоконнике квартиры, грустно взирая на молодую женщину, лежащую на диване. «Отстаешь от плана», – произнес над ухом голос. Старый опытный ангел приземлился рядом и чуть толкнул крылом молодого. «Да я уже не знаю, что с ней делать», – чуть не плача сказал молодой. «Так, Иванова Валерия Владимировна, 36 лет. Большой литературный и художественный потенциал, не раскрыт. Потенциал на счастливый брак и сыновей погодок, не раскрыт», – прочитал старый ангел карточку, появившуюся из ниоткуда. «Не хочет, ничего не хочет. Ей сказки писать для детей и картинки к ним рисовать, а она – передовой юрист в крупной фирме. Работу ненавидит, но ходит на нее с упорством горного барана. Денег лишиться боится, который все равно тратит только на деловые костюмы. Надо соответствовать. Которой она, кстати, тоже терпеть не может. Купила квартиру в центре города, в которую приходит только отсыпаться. А ведь если бы она все бросила и начала делать то, что хочет, то те же деньги начала бы получать через год. Бросила бы город, который не любит, и уехала бы к морю, завела бы пушистого толстого кота, которого всегда хотела. Сейчас даже кота не может завести, потому что дома почти не бывает. А с отношениями как, поинтересовался опытный ангел. Точно так же. Тот, кто ей предназначен, ждет ее там у моря. Уже 5 лет ждет. Даже котенка бездомного 5 лет назад подобрал и выходил. Да, засада. Сны мотивирующие посылал, встречи нужные подстраивал, задумчиво почесал лысину старый ангел. А как же? После снов встает злая, огрызается на всех. Рекламу на курсы рисования и развития писательского таланта подсовывал. Конкурсы творческие. Все удаляет, не читая. Даже встречу с нареченным почти устроил. Он в этот город приезжал, у него тут друг армейский оказался. Она мимо прошла. Разговор был важный с клиентом по телефону. Молодой ангел совсем повесил голову. «Попробуем применить более серьезные методы», – задумчиво сказал старый ангел. Утро было хмурым, как и настроение Леры, которую разбудил телефонный звонок шефа. «Через полчаса у тебя самолет. Проблемы в южном филиале. Разрулишь – получишь премию. Нет – выговор». А еще через несколько часов женщина стояла в южном городе на набережной и смотрела на море. Довольно надышавшись морским воздухом, она развернулась на каблуках и собралась идти в филиал фирмы, как вдруг проезжающий мимо велосипедист слишком поздно ее заметил. Лера ощутила толчок и полетела с лестницы прямо в воду. И если бы не мужчина, пришедший ей на помощь, то все могло бы закончиться печально. Мужчина показался ей смутно знакомым. Он поймал такси и отвез ее в больницу. У нее оказалось легкое сотрясение мозга и перелом ноги. Вечером позвонил босс и потребовал объяснений, почему Лера так и не появилась в филиале. Страдающая сильной головной болью женщина неожиданно выдала шефу все, что накопилось у нее за прошедшие годы. И тут же стала безработной. На ветке дерева за больничным окном сидели 2 ангела. «И все же перелом и сотрясение – это как-то слишком круто», – сомневался молодой ангел. «Нет, с переломом никуда не сбежит, а сотрясение не даст много думать». А суженый ее уже все понял. «Думаешь, он просто так каждый день к ней с мандаринами приходит?» – улыбаясь, сказал старый ангел. «А творчество?» – спросил молодой. «Завтра ее соседка выписывается и забудет в тумбочке альбом и карандаши, а там все и сложится», – довольно потер руки опытный ангел.